Добрый день, друзья! Продолжаю свой эксперимент. А эксперимент заключается в том, что я тестирую препарат Аминосил. Вышло всего 2 видео о применении этого препарата. И сколько положительных и отрицательных комментариев под этими видео. Но хотелось бы ответить на несколько ваших вопросов. Я показала 3 тестовых орхидеи и их обработку. Прошло всего 3 недели. А еще у меня есть целая полка, огромный стеллаж с орхидеями, на котором и будет производиться этот эксперимент. То есть все лето до цветения или до выпуска цветоносов я буду поливать орхидеи на этом стеллаже аминосилом. Это первое. Второе. В этом же видео мы сравним 2 препарата. Мне много раз написали, что аминосил очень дорогой, есть более дешевый препарат аминозол. Мы с вами обязательно рассчитаем стоимость. И еще такой комментарий, как: вы что, не умеете читать? Аминосил – это не удобрение, это витамины. Вот давайте со всем этим и разберемся. Но сначала посмотрим на 3 орхидеи, которые были всего 1 раз политы этим препаратом. Я взяла разные орхидеи вот для этого эксперимента. Потом я буду показывать стеллаж, потому что там будет все это значительно нагляднее. Хотя и там сейчас есть результаты. Начали расти корни, листья. Все это активно происходит и всего за 3 недели. Но я прямо слышу то, что вы мне сейчас говорите. Да сейчас же весна. Все само по себе растет. Отлично. Вот еще отвечаю на один вопрос. Конечно, весна. Конечно, вся природа пробуждается. Все начинает расти. Ну а когда же тогда удобрять? Зимой мы не удобряем, потому что они цветут. Есть же вегетативный период. Даже у орхидей. И как раз он приходится на весну, когда орхидеи отцветают, и им нужно помочь для того, чтобы они начали активно расти. А вы прекрасно знаете, что орхидеи растут медленно и долго. Так вот, для того, чтобы у них были витамины, микро, макроэлементы, и им было из чего строить свои клеточки, листики, корни, закладывать цветовые почки. Вот именно для этого мы и используем разнообразные подкормки для орхидей. И именно в этот период, в вегетативный период, когда орхидея растет. По-моему, здесь все как раз-таки понятно. Зимой незачем применять так активно удобрения. Ну, давайте перейдем к вот этим 3 орхидеям, которые я всего 1 раз полила аминосилом. От этой орхидеи было бы странно ожидать что-то необыкновенного. Она 2 года молчала, была в одном и том же состоянии, но сбрасывала листья, растила корни, у нее нет точки роста, но она не теряет тургор. Корни растут медленно. Может быть, ей нужна не 1, а много подкормок для того, чтобы она хорошо нарастила корни, а потом дала или детку, или каким-то образом начала расти. Я очень сомневаюсь, что из точки роста появится лист. Хотелось бы, но она, к сожалению, травмирована. А вот на 2 следующих орхидеях за эти 3 недели заметен рост. И у одной, и у второй орхидеи появился новый лист из точки роста. Но про корни я не говорю, они прекрасно растут и продолжают расти. Но у биглипа легенда. У этой орхидеи есть детка. И на этой детке тоже появился листик. Конечно, рано делать выводы, что это помог только аминосил. Конечно, нет.
Это мы можем с вами узнать через месяц, через 2, а то и через 3. Действительно, когда будет понятно, насколько эффективно действует этот препарат и насколько активно растут орхидеи и корни, и листья. Кому-то даже уже надоели эти фиолетовые коробочки. И такой вопрос. Вернее, даже не вопрос, а утверждение. Есть прекрасный, недорогой препарат аминозол. Зачем нам покупать дорогой аминосил? Вы знаете, меня научили считать очень давно. И я всегда считаю, что сколько стоит. Я специально вчера поехала, у меня нет аминозола, я им не пользовалась, поэтому рассказывать о том, как ведет себя аминозол, я не могу. Но из того, что написано на упаковке, и что я смогла прочитать на сайте производителя, я делаю вывод. Это прекрасный препарат. Прекрасный препарат для роста. Здесь есть 9% азота и, как они пишут, 55% аминокислот. Но вот я нигде не смогла прочитать. 55%? Да, 55%. Вот я не смогла нигде прочесть, какие же это аминокислоты. Написано, что они тоже в хелатной форме, хорошо усваиваются. Поэтому, если вас это устраивает, великолепный препарат для роста. И именно сейчас, весной, его тоже можно применять. Но опять же говорю, я умею считать. И я сделала простой расчет. Я не на Озоне, не на Вайлдберрисе. Я съездила, у нас есть магазины для садоводов и огородников. И купила 10 мл аминозола. То есть 2 ампулы по 5 мл. Вот здесь даже написана его цена. 48 рублей. Ранее я вам говорила, что аминосил я приобрела на Озоне за 700, по-моему, 61 рубль. Ну, для простоты будем считать, что это стоит 750 рублей, это 48. Вот я даже записала. Я всегда для начала высчитываю, сколько стоит миллилитр препарата того или иного. Так вот, миллилитр аминозола при простых подсчетах стоит 4 рубля 80 копеек. А миллилитр аминосила стоит рубль 50 копеек. Разница очевидна. Но сейчас вы мне скажете, но здесь же можно применять всего 5 миллилитров на 2 литра воды. Все правильно. А здесь на 2 литра воды нужно 10 миллилитров. Еще раз считаем. Значит, здесь 2 ампулы по 5 миллилитров. Одна ампула сколько стоит? 24 рубля на 2 литра. Теперь сколько нам нужно аминосила на 2 литра воды? 10 миллилитров. 1,5 рубля умножаем на 10 и получаем 15 рублей. Очевидна разница? Так это я в магазине купила. А если его сейчас посмотреть, его цену на Озоне, я даже не знаю, насколько он разрекламирован, но вот такую упаковку я видела за 300 рублей. Я даже себе представить не могу, сколько это может стоить, если брать такими упаковками, которые изначально нам кажутся очень дешевыми. Сколько потребуется препарата на весь цикл обработок до сентября. И еще читайте внимательно, что написано на упаковках. Вот здесь написано: поливать орхидеи раз в 7-10 дней. И срок годности препарата. Он годен 2 года. На аминосиле написано раз в 2 недели.
без срока годности. Выбор остается только за вами. Еще какая разница между этими двумя препаратами? И сразу, наверное, отвечу на тот вопрос, что не умею читать и написано витамины. Да, написано витамины. Производитель позиционирует этот препарат как подкормка и витамины. Да прекрасно. Спорить с производителем даже не нужно. Но я же очень люблю все читать. Очень люблю узнавать все новое. Я даже себе выписала, что такое витамины, что такое аминокислоты. Но вот для меня, например, здесь кажется, что витаминов нет. То есть для меня это витамины группы А, Б, С, Д. Вот это для меня витамины. Как для простого обывателя. Если не углубляться в аминокислоты, в состав аминокислот и так далее. Но ум же бывает пытливым. И поэтому я нашла, что витамины – это катализаторы биохимических процессов. А аминокислоты, тут написано, какие аминокислоты, это структурные единицы строения белка. Но если я далека от этих биохимических процессов, то вот забивать себе голову этим, наверное, не стоит. Но я для себя нашла одно определение, которое мне очень понравилось, что некоторые витамины являются аминокислотами, а некоторые состоят из аминокислот. То есть этот препарат можно назвать и витаминным комплексом. Но я для себя считаю, что когда витаминный комплекс содержит в себе азот, фосфор, калий – это макроэлементы. Микроэлементы, которые представлены здесь, то для меня это полноценный состав удобрения, который необходим нашим орхидеям. Ведь я вам много показывала удобрений, которые я использую. Там всегда есть микро- и макроэлементы. Это можно называть витаминами, подкормкой, удобрением. Главное, чтобы это работало. Главное, чтобы наши орхидеи остались довольны этим удобрением. Главное, чтобы они росли от этого удобрения. А еще одно из главных, чтобы цвели. Вот для этого и затеян вот этот эксперимент. Причем наверняка у каждого, кто рассказывает об аминосиле, будет свой результат. Это же интересно, когда именно вы сможете обобщить это все и решить для себя, нужно вам это или нет. Ведь никто не заставляет его бегом покупать и все удобрять. Нужно посмотреть на результат. И я думаю, что мы его с вами увидим. Я даже в этом уверена. А вот хороший он будет или не очень, время покажет. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.